Привет, друзья! Германия – страна эталонного порядка и стабильности, в которую ежегодно мечтают переехать сотни тысяч молодых людей из разных стран мира, чтобы строить здесь свое будущее и комфортную жизнь. Эта страна знаменита на весь мир своими передовыми технологиями, самой сильной экономикой в Европе и современной развитой инфраструктурой. Также Германия очень популярна у туристов, ежегодно ее посещает около 40 миллионов человек. С этим показателем она занимает 7-е место по посещаемости среди всех стран мира. И это не только любители немецкого автопрома и пива, страна очень красивая и в ней действительно есть что посмотреть. В этом видео я расскажу вам, как за несколько десятилетий из нищей страны с огромными долгами Германия превратилась в лидирующую европейскую экономику, покажу современные немецкие города и лучшие достопримечательности страны и, конечно же, разберем главный насущный вопрос. Почему так много людей хотят жить и работать именно в Германии? И самое важное, что Германия готова дать этим людям взамен? Так выглядела Германия в 1945 году. Города практически полностью разрушены. Острая нехватка еды, топлива и жилья. Рейхсмарка обесценилась и никому была не нужна. Процветал бартер. Люди обменивали товар на товар. Работы не было никакой. Да еще и огромные долги в виде репараций за военные преступления во Второй мировой лежали на стране. Казалось бы, безнадега полнейшая. Ситуация начала меняться в 1948 году благодаря этому человеку. Людвиг Эрхард. Его называют отцом экономической системы ФРГ, которую он ввел, будучи министром экономики. Именно благодаря его реформам удалось вытащить страну из полного упадка и сделать ее одним из лидеров мировой экономики. Вместо обесценившейся рейхсмарки была введена новая валюта – немецкая марка, она же дойчмарка. Было отменено госрегулирование цен как устаревшая и неэффективная мера и взят курс на социально-рыночную экономику, благодаря чему появился свободный рынок и постепенно исчез черный рынок. Люди стали доверять новой валюте, ведь государство гарантировало ее стабильность. Вместо бартера население снова активно начало продавать и покупать товары за деньги, что и нужно было государству для оживления экономики. Второй важный фактор – это план Маршалла, программа США для оказания помощи Европе после Второй мировой войны, принятая в 1948 году. По этой программе Германия получала финансовую помощь, а также оборудование и сырье для своих производств. У вас наверняка назрел вопрос, но зачем американцы помогали стране, с которой еще совсем недавно воевали и которая хотела захватить весь мир? Ну, во-первых, правительство Германии стало уже другим, адекватным и договороспособным, а во-вторых, уже в те годы шла так называемая «холодная война». Это было противостояние мирового масштаба между двумя блоками государств с разными социальными и экономическими системами – социалистическим во главе с СССР и капиталистическим во главе с США. Поэтому США и союзникам важно было иметь в Европе сильное государство в противовес СССР, и этим государством должна была стать ФРГ. Именно по этой причине репарационные требования для Западной Германии существенно смягчались. Экономическое чудо Германии началось в 50-х годах прошлого века. Помимо вышеперечисленных, главными причинами стали: первое. Неплохо сохранившаяся промышленная база. Во время военных действий союзники старались не бомбить предприятия, понимая, что конец войны близок и дорогостоящее оборудование в дальнейшем им самим пригодится. Доставалось в основном жилым домам. Вторая. Высокая трудовая дисциплина и квалифицированные кадры, сохранившиеся с военного времени. Третье. Существенный рост экспорта. Благодаря плану Маршалла торговый коридор на европейский рынок для Германии был открыт полностью. И четвертое. Это низкие военные расходы. ФРГ не имела собственной армии до 1955 года. Каким результатом это привело? ВВП рос в среднем на 8% в год. К середине 50-х исчез дефицит товаров, а реальные доходы населения сильно выросли. ФРГ стал одним из лидеров не только европейской, но и мировой торговли. Далее, 60-е годы – это стабильность и резкий рост благосостояния граждан. В стране зафиксирована почти полная занятость населения и даже нехватка рабочих рук. По этой причине власти ФРГ трудоустраивают у себя граждан из менее благополучных Италии и Турции. Стремительно развивается социальная система, пенсии, медицина и образование. К концу 60-х Германия становится индустриальным гигантом Европы, а к началу 70-х это уже четвертая экономика мира с высоким уровнем жизни населения. Всего за 20 лет Германия из руины нищеты стала четвертой экономикой мира. Да, с помощью Запада. Но эта помощь была скорее катализатором, а не главной причиной роста. А вот главной причиной было население Германии, трудолюбивое, дисциплинированное и после стольких лет войны и бедности желающее просто жить по-человечески.
Эта предыстория – хороший маркер, характеризующий страну и ее население. Где немцы, там порядок. Если немецкое, то качественное. Именно поэтому Германия до сих пор является мировым лидером в производстве самых сложных систем и технологий. Машиностроении, промышленном и медицинском оборудовании, автомобилестроении, инженерно-техническим системам, химической и фармацевтической промышленности. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Германия очень привлекательная страна для проживания и планирования своего будущего. В такой стране не пропадешь. К тому же здесь есть серьезная социальная поддержка. И именно социалка испортила миграционную политику Германии. Вместо желающих работать людей, в страну из всех щелей полезли тунеядцы из разных стран, в основном из неблагополучных. Пронюхав тему с социальной поддержкой, они не собирались работать, а приезжали в Германию заведомо зная, что будут годами сидеть на пособии, жить в социальном жилье и рожать детей, увеличивая тем самым свои выплаты. Но с недавнего времени в правительстве наконец осознали всю тяжесть проблемы и внесли корректировки. Теперь халявщикам мир не видится таким безоблачным. Пособия урезали, и сейчас они в среднем составляют 560 евро в месяц на человека, плюс социальное жилье, оплачиваемое государством. Правда, сидеть на этом пособии долго теперь не получится. Государство буквально давит, чтобы человек вышел на работу, предлагая различные программы переквалификации. Также обязательным условием является посещение языковых и интеграционных курсов. За отказ от работы или курсов выплаты снижают. Но для людей, желающих работать, развиваться и жить по закону, Германия действительно очень хороший вариант. Это страна с сильной экономикой, здесь много рабочих мест, и права работников Германии соблюдаются. А средняя чистая зарплата после выплаты налогов и различных взносов составляет 2800 евро в месяц. Школы и университеты либо бесплатны, либо стоят недорого, а дипломы ценятся во всем мире. В стране хорошая медицина, транспорт и пенсии, за которые не стыдно. Если человек нормально работал, то его пенсия будет в районе 1700 евро в месяц. Но самое главное, Германия – это правовое государство. Законы здесь работают предсказуемо. Уровень коррупции низкий, а права человека – это не пустой звук. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на немецкие города и самые интересные достопримечательности в стране. Берлин – столица Германии, город многонациональный и свободный. Ценителям альтернативной музыки, граффити, моды и дизайна стоит посетить районы Кройцберг, Фридрихсхайн и Пренслауэр-Берг. Главный символ города – это Бранденбургские ворота. Из обязательного к посещению также Берлинская стена и мемориалы, связанные с разделением Германии, очень эмоциональные и знаковые места. Особенно для немцев, которых на 30 лет разделили этой стеной, построенной наспех за одну ночь советской властью. Рейхстаг – знаменитое здание парламента со стеклянным куполом. Музейный остров. Здесь находится сразу несколько популярных берлинских музеев. Кстати, всего их в Берлине около 170. Легендарная берлинская телебашня, на которую, конечно же, стоит подняться и насладиться видами немецкой столицы с высоты 200 метров. Обязательно прогуляться по роскошному парку Тиргартен в центре Берлина и попробовать самый популярный в городе стритфуд – карривурст. Это немецкое блюдо из обжаренной и порезанной сосиски под томатным соусом с карри. Ну или не менее популярный донер-кебаб. Мюнхен – столица федеральной земли Бавария, считается одним из самых дорогих городов Германии. Мюнхен невероятно красивый, на любой вкус и интерес. Тут есть все. Роскошная площадь Мариенплац с видом на старую и новую ратуши. Альянс-арена – легендарный домашний стадион Мюнхенской Баварии. Для болельщиков немецкого клуба это настоящая святыня. Любишь машины? Пожалуйста. Музей BMW. Для ценителей немецкого автопрома очень знаковое место. Здесь же в Мюнхене находится штаб-квартира BMW. Фрауенкирхе – самая высокая католическая церковь в городе. Английский сад – один из крупнейших городских парков в мире. Его протяженность от центра Мюнхена до его северной окраины более 5,5 километров. Нимфенбург – дворцово-парковый ансамбль баварских правителей в стиле барокко. Ну и, конечно же, пиво. Мюнхен бесспорно пивная столица Германии. Именно здесь проходит знаменитый фестиваль Октоберфест, и в самом центре города находится легендарный трехэтажный пивной ресторан Hofbräuhaus на 4000 посадочных мест, открытый в далеком 1607 году во времена правления баварских герцогов.
Кёльн. Главной доминантой этого немецкого города является, конечно же, Кёльнский собор. Потрясающее здание. Один из самых красивых и больших соборов, построенных в готическом стиле. Его высота 157 метров, и это 4-я по высоте церковь в мире. Кёльнский собор был построен в 13 веке и находится под охраной ЮНЕСКО. Любителям сладкого обязательно нужно зайти в местный музей шоколада. Он входит в десятку самых популярных музеев Германии. Также в Кёльне стоит посетить старый город и обязательно погулять по живописным набережным величественного Рейна, реки протяженностью 1233 километра, протекающей через 6 европейских стран. Гамбург. Классный город, особенно если нравится портовая атмосфера, реки, каналы и современная архитектура. Гамбургский порт – один из самых крупных в Европе. Среди туристов очень популярны водные прогулки по каналам. Особенно интересен район Шпайхерштадт, крупнейший в мире складской район, в котором все здания возведены на деревянных фундаментах глубокого заложения. Его протяженность составляет 1,5 километра, и, кстати, Шпайхерштадт за свою уникальность был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хафен-Сити – современный модернистский район на острове Грасброк, вишенкой которого является крутейшее с точки зрения современной архитектуры здание Эльбской филармонии. Гамбург – это северный город на воде. Здесь популярна северогерманская кухня и морепродукты. В городе много рыбных рынков. А фирменным блюдом считается фишбрёдхен. Это такой рыбный сэндвич, традиционная уличная еда на севере Германии. Дрезден – максимально эстетский город, известен как Флоренция на Эльбе. Знаменит своими памятниками архитектуры в стиле барокко, собраниями живописи и других произведений искусств. Галерея старых мастеров. Оперный театр Земпера. Фрауенкирхе. Резиденция саксонских курфюрстов. Дрезденский собор. Город яркий и ухоженный, с огромным количеством красивой архитектуры. По праву считается одним из красивейших городов Германии. Из фирменных блюд здесь нужно попробовать дрезденский штолен. Это обильно посыпанный сахарной пудрой кекс с высоким содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Германия знаменита не только своими городами, но и невероятными огромными замками, которые находятся, как правило, на возвышенностях и от этого выглядят еще более эффектно. Замок Кохем – бывший имперский замок в немецком городе Кохем на реке Мозель. 4 ворот, расположенных друг за другом. Мощные стены и рвы обеспечивали замку надежную защиту, а последним убежищем для защитников являлась мощная 40-метровая башня. Толщина ее стен в верхней части составляла 2 метра, а в нижней – 3,5. Нойшванштайн – это, пожалуй, самый популярный и распиаренный немецкий замок. Находится в красивейшем месте в предгорье Баварских Альп. Кстати, именно им вдохновлялся Уолт Дисней, когда создавал свой знаменитый замок Спящей красавицы. Эльс – очень атмосферный замок, спрятанный в лесах Рейнланд-Пфальц. Эльс был построен в XII веке и считается чуть ли не единственным замком в Германии, который никогда не подвергался захвату и не был разрушен. Помимо этого, Штеттенфельс, Хойншвангау, Лихтенберг, Райнштайн, не путать с Рамштайн, Гогенцоллерн, Вартбург, Шверинский замок, Лихтенштайн. В общем, как вы поняли, в Германии хорошо и красиво не только в городах, но и в пригородах. За лайк и комментарий буду очень благодарен. Монетизации нормальной на YouTube теперь нет, так хоть ваши комментарии почитаю и будет мне радостно. Спасибо за просмотр и увидимся в новой стране.